Лоды всегда были болью, создавать их не хочется тратить время и ресурсы. Проверяя десятки аддонов для Blender, я понял, что почти все они лениво строят лоды на встроенном в Blender модификаторе Decimate. В итоге для своих рабочих задач я сделал аддон, который использует библиотеку Mesh Optimizer. Его алгоритмы отлично справляются с упрощением сетки, пытаясь максимально сохранить нормали и UV-координаты модели. Сейчас на экране небольшая демонстрация качества упрощения аддона по сравнению с качеством упрощения, достигаемым модификатором Decimate. Как видно, при равном числе треугольников аддон дает лучший визуальный результат по сохранению нормалей упрощаемого объекта, а на крайних вариантах UV-координаты сохраняются значительно лучше. Еще один демонстрационный пример различий по сравнению с Decimate. Возьмем нашу mid-poly модель, содержащую кастомные нормали, и уменьшим ее примерно на 20%. При использовании Decimate мы получаем кашу, сетка кривая, нормали нарушены. Если применить наш алгоритм и задать 20% в бережном режиме упрощения, сетка остается аккуратной, с плавными переходами. Конечно, встречаются небольшие косяки, но для сильно упрощенного лода это вполне приемлемо. Взаимодействие с интерфейсом аддона Simplify достаточно простое. Добавляем нашу модель. В N-панели переходим к нашему плагину, выбираем нужное нам количество лодов и нажимаем «Сгенерировать все». Можно обратить внимание, что каждый из уровней лодов уже заранее имеет предподготовленное процентное соотношение и модификатор агрессивности упрощения алгоритма. Мы можем влиять и на модификатор агрессивности упрощения, выбрав менее агрессивный или более агрессивный вариант. Мы также можем поменять процентное соотношение. А еще можем перегенерировать каждый лот по отдельности, если нам это нужно. Генерируется все это достаточно быстро. Мы можем посмотреть постепенное переключение наших лодов с помощью слайдера, а можем выстроить их в линию, чтобы наглядно проверить, насколько хорошо они упрощаются. Теперь про дополнительные настройки. Вот эта опция называется Error Absolute. Она нужна для мультиматериальных моделей, чтобы накопление ошибки считывалось для всей модели целиком, а не для ее отдельных частей. Так сетка будет упрощаться более связанно. Merge by Distance, чтобы чистить меж после прохода алгоритма. Multiply UV Channels, если вы используете больше одного UV. Тут стоит быть осторожным. Чем больше разверток, тем больше швов, и тем сложнее алгоритму их сохранять. Сами модификаторы представляют собой переключение опций алгоритма. Их также можно настраивать под свои предпочтения отдельно. Все опции имеют четкое описание в тултипах и примеры в документации аддона. На них остановимся отдельно в будущих видео. Вы также можете сохранять пресеты под определенные типы моделей, чтобы не настраивать все заново каждый раз. Еще в настройках аддона вы можете изменить постфикс для именования ладов, а также изменить опции модификаторов, которые задаются ему по умолчанию. Но все же затронем важную опцию из модификаторов — маску важности. Например, нам нужно хорошо сохранить определенную часть модели. Мы можем отметить эту область в Vertex Color или же в Vertex группе. После этого выбираем опцию Importance Mask и задаем уровень важности этой зоны. Алгоритм будет пытаться сохранить эту зону при упрощении сетки с более высоким приоритетом. Мы также можем выставить Hard Lock для этой зоны, чтобы алгоритм до последнего запрещал ее упрощение. В Lite-версии аддона маска важности доступна только сразу для всех ладов и не имеет опции Hard Lock. Что касается различий между бесплатным аддоном Lite и полноценным аддоном Pro. Базового аддона Lite достаточно, чтобы закрыть 70% типичных задач по ладированию. Для оставшихся 30% более сложных кейсов потребуются ручные правки под сложную модель в модификаторах. Более подробно разница в опциональности описана в документации. В общем, этот аддон я писал под себя и под свои задачи. Если у вас будет какой-то фидбэк или какая-то информация, как можно улучшить аддон, я с удовольствием это рассмотрю.